Приветствую вас, друзья, гости и подписчики моего канала «Свяжем вместе с Ройзман Книт». Сейчас наш милый лай прекратится. Он у нас, кстати, сегодня после груминга. Басечка, любимый, передает всем привет. Всем здравствуйте, скажи. И вот я унюхал. Сейчас мы ему дадим надолго. Он у нас будет точить зубки. На, держи. Чистить, точить, держи. Все, это надолго, слава богу. Маменька может тоже поздороваться. Добрый вечер, девочки, добрый. Очень мы рады с вами наконец-то снова встретиться. Виделись мы последний раз почти 2 недели назад. Я смотрела, это были последние видео Telegram и следующее видео «Как рукоделие помогло тебе выжить в трудные времена». И очень, кстати, много женщин поддерживали в комментариях, что действительно, да, свои руки могут творить не только красоту, но и спасти в трудный момент от, в прямом смысле, голода, холода и так далее. Нет, у тебя есть, Упала. и ты свое кушаешь. Упала? Ну, хорошо, я подниму. А я сегодня у нас с вами домашние посиделки, любимые, и по совместительству распаковка в своем сообществе на моем YouTube-канале, и не только, и в Telegram-канале, и в Инстаграме, и во всех остальных социальных сетях. Я говорила, что не могу молчать, да, сфотографировала эту чудо прекрасную большую коробку с красотой, которая прилетела ко мне прямиком из сердца Италии. Это у нас, девчонки, сразу хочу сказать, да, тоже сейчас все покажу. Маменька, спасибо, что помогаешь. Это у нас магазин напрямую в Италии, то есть не какие-то посредники, даже это не то чтобы магазин, да, это, наверное, целая студия огромная пряжи, что-то вот наподобие большого склада. Color Studio. Да, Filatissima Color Studio by DML. Сразу вот здесь вот на коробочке написано. И здесь, кстати, вот есть их логотипы Instagram, Facebook, TikTok и так далее. Все ссылочки, сразу важно, да, я всегда оставляю в описании под видео. Я также прикреплю отдельно ссылку на сайт. Этот магазин, ну, будем говорить магазин, да, магазин-склад, находится именно в самой Италии, то есть, опять-таки, не какие-то посредники. И если я не ошибаюсь, да, город Монтейль. Монтейл или Монтелье, ну так красиво. Я вообще, у меня много, кстати, изделий названы тоже итальянскими городами. Вообще все мои изделия я всегда называю, вот 90%, 99 даже, наверное, процентов я всегда называю красиво именами разных городов, как и египетских городов, так и очень часто итальянских, и Венеция дуэт у нас, и все, что хочешь, и Монреаль там, и тому подобное. Ну что, прислали мне вот такую вот красоту, честно, сама не ожидала, что столько всего интересного здесь, такие прям очень крутые составы. Ну и по ценнику сразу скажу, ценник очень достаточно приемлемый, поэтому на часто задаваемый вопрос, особенно вот у меня много подписчиц из Европы, из Америки, да, кто даже из Австралии. Девчонки, вот этот вот магазин смело можно рекомендовать. И сейчас мы покажем, что пришло нам. Такое вот интересное на пробу. Прям вообще. Первый в оригинале, прям вот, почему в оригинале я говорю, потому что это приятно, когда прям вот из самой Италии, где вот это вот все это происходит, все эти фабрики, заводы и так далее. Ленька спалил всю контору, я так хотела его показать в следующих посиделках, но я вам его тоже, наверное, покажу, потому что многие его уже увидели. Здесь у нас любимый кофел, артикул Минерва. Наверное, склад смотрел, из чего мы вяжем, и подбирали в основном именно по нашим изделиям. 380 метров в 100 граммах. Кстати, это идет именно оригинальный метраж. Он всегда ранее был 380 метров в 100 граммах, но есть еще от Purolana by Anastasia 420 и 450. Да, Минерва. Вот такая вот, вот такой вот серебристый, красивущий цвет. Прям вообще, здесь у нас 80% вискозы и 20% люрекса. Наверное, коробку я поставлю где-то рядышком, да, чтобы было удобно. Хотя рядышком, наверное, не получится, потому что у нас здесь бассета занят. Ну, мы его сейчас подвинем, этого дружочка. И тогда девчонкам будет тоже очень круто и хорошо, в принципе, видно.
Это у нас накладные. Кстати, посылка долетела ко мне DHL, и это впервые, да, что вот, ну, за последние 4 года, это впервые, что она прилетела напрямую курьером в Хургаду, ее доставили, прям там, где я живу, прям по месту жительства, прям по моей улице и прям к дому. Обычно мы всегда все поставки наши забираем на Каире, да, и для нас это, конечно, так вот, ну, тяжело, сложно, но тем не менее. Здесь у нас тоже вот что-то очень интересное, получается. Артикул у нас Julia Composition, 100% хлопок, 450 метров, 100 граммов. Посмотрите, какой прекраснейший меланж. Кстати, такой цвет, да, очень интересный. Прям вообще, ну не знаю, а тебе нравится, не нравится? Очень. Мне тоже очень нравится. Он такой, как вот, ну не знаю, здесь что-то вот тауб с полынью, что-то вот типа того, и какие-то, да, белые проблески. Да, можно немножко подвинуть, это не проблема. Мама сейчас подвинет нам немножечко, чтобы нас с вами хорошо и лучше было видно. Девчонки, вот такой вот прям, ой, ну мне, ну очень. Такой прям, не знаю, интересный очень цвет. Ань, это лето? Да, 100% хлопок. Отлично. Следующее, все очень упаковано, классно, и скажу, ничего абсолютно не повредилось, но опять-таки доставка вообще очень быстрая была. Даже не знаю, вот, наверное, ну вот что-то в районе недели, если даже не меньше, как-то вот. И все так очень спокойно, адрес, все прям вот отправили. И налога, кстати, мы заплатили за курьера не так-то и много, в принципе. На дом, да. Обычно, да, За на дом 5 тут прям килограмм. 6, там 6 указано. Потом следующий у нас артикул Этери. Здесь у нас 50% сета Этика. Сета это у нас шелк, если я не ошибаюсь. 25% ортика. Ну вот что такое ортика, я уже не знаю. Надо гуглить. И 25% эвкалипт. Ой, такая прям вот ниточка. Знаете, она мне чем-то напоминает вроде бы как что-то схожее с льном, но не лен. И здесь такая интересная структура нити. Натуральные прям вот волокна. Посмотрите. Ну, вообще, просто обалдеть. И 400 метров в 100 граммах у нас. А ну, маменька, помогай гуглить, если что. Здесь у нас здесь артикул Ортика. К, буква С. Очень такой прям песочный, прям вот как вот песок Египта, честное слово. Она, кстати, сейчас вроде бы, как говорят, Хамси начался. Я скидывала сторис. Такая пылевая буря, это просто жуть. Ничего вообще не видно. Вот едешь и едешь как бы в никуда. Это крапива. Крапива все-таки, да, крапива, эвкалипт. Да. Ой, я люблю очень нюхать нитки, С легким честно. блеском. Как вот, знаете, вот я люблю аромат страниц бумаги в книгах, обожаю просто вот здесь, я вообще книгоман, я уже говорила, так вот и пряжа. Ой, так пахнет, понюхай, Эта ну пряжа серьезно. обладает легким блеском, хорошо держит Ну, форму блестит, да. и приятно к телу. Часто используется в смесях с хлопком или шелком для летних изделий. Так, смотри, мне такая интересная очень структура, прям вообще волокна, да, крутые. Ой, такие классные прям. Есть какая-то Девочки, ланг, как раз ортика. лето скоро. Можно вязать красоту. Будем вязать с вами на ютубе. Будем создавать красивое и вязать. Здесь у нас Пима Катон, 100% Пима Катон. Ниточки от этих. И метраж у нас 340 метров в 100 граммах. Тоже такой вот прям, точно как сегодняшний Хамсин, пылевая буря. Цвет такой, как Camel, видите? Очень такой вот прям интересный. Что там, Ленька у нас мявкает. Я вам расскажу про него, а то многие не поймут, но сейчас скажут, девочки, вы уже точно с ума сошли, точно зоопарк. Ну, так распорядилась судьба. Ой, мой любимый цвет, один из любимых. Сухая роза или пыльно-лиловый. Сейчас, нитки эти. Ой. Что-то похоже на лен. Девочки, извините. Песок. Премиум лен, да, 100% премиум лен. 650 метров в 100 граммах. Посмотрите, какой фантастический цвет. Ой, ну вообще прям, ой, блестит. Так, кстати, это даже блестит не из-за того, что вот лампа, да, светит освещение, а вот действительно блестит. Уже на вид угадываешь. Да, очень круто. И у нас тоже лен, вот этот, как его, лен-фестиваль у нас. Много с микропоеткой, и я вязала образец, очень классный, я его, кстати, показывала в рилсах, но где-то вот буквально полгода назад, еще зимой, там такой крутой образец с такими дырочками, тоже многие подумали, что это крючак, но нет, это узор был связан с спицами, платье, которое вот я хочу на лето, как я его хочу, ну вот я же говорю, это судьба, просто можно, кстати, дуэт сделать, платье топ.
Очень такой красивый, девчонки. Сразу еще раз говорю, цена, я вот тоже просчитывала, переводила и на фунты, и на свою валюту. Очень, да, приемлемая цена. Ну, не знаю, для меня вот кажется достаточно приемлемая цена для таких вот составов, причем напрямую из Италии. И у них огромный выбор. Я заходила, я проверяла все, я проверяла сайты, проверяла соцсети, просматривала. И, ну, мне там очень понравилась ангора. По-моему, 80, по-моему, процентов или 60. Там вот такие оттенки, девочки, итальянской ангоры. От виды там какие. Виды вообще бесподобные. Ой, что-то, наверное, тоже с хлопком связано. Да, 85% хлопок и 15% кашемир. Богемиан. У нас артикул 400 метров в 100 граммах. Боже, и он такой, как немножко даже меланжевый, что ли. Полынька с такими вот, как беленькими немножечко проблесками. Должно быть видно. Волокна, Ань. Волокна, да? Ой, ну, прям вообще... Ой, мягусенькая, все, держу в руках, сердце Италии, аромат Италии ко мне прилетел просто на крыльях самолета. Хотела сказать на крыльях любви, на крыльях самолета. Так, следующий у нас, ну, очень много, да, тут такого разнообразия. Ленточный, маменька. Мы очень любим ленту. У нас, кстати, много очень ленточного Вот хлопка. ленточка, ты сидишь. Да, я, кстати, вот в ленточном хлопке Secret Duet, один из моих самых таких тоже топовых фаворитных. Здесь у нас идет модификация узоров, разные узоры собраны, тоже очень классно. И у нас у мамы жилет, у меня 2 пуловера. И, кстати, честно говоря, 2-й год уже собираюсь жилет связать себе на лето. Вот, наверное, оно все-таки. Это у нас Granellino Macco Gassato. 100% хлопок Мако, 380 метров в 100 граммах. И этот же тоже 380 метров в 100 граммах. Ленточный хлопок, девчонки, вот такой вот. Вот такая вот структура ниточки. Очень-очень классная. Мне вот очень нравится. Прям вообще и очень комфортно. Демисезон, лето вообще просто шедеврально, я вам скажу. И цвет такой вот под джинсы, да, и джинсовые шортики, либо даже под все белоснежное. Ну вообще... Ой, ну мне очень нравится. Да, жилету быть. Жилеты все-таки, да, быть, я же говорю. И тем более у нас там и микропоеточка, кстати, есть тоже в тон. Да, и люриксы узелковые есть в тон. Ну все, можно треть. У меня здесь тоже, кстати, вот узелковые люриксы, девчонки, сейчас покажу. Здесь вообще самый простейший микс, но как эффектно смотрится. Здесь видно вот узелочки, да. И у нас узелковый люрик, здесь идет ниточка серебро-золото. Казалось бы, несовместимо, да, как круто. И в таком светло-молочном оттеночке, очень мне нравится. Так, следующее у нас тут, наверное, тоже что-то такое интересное. Очень, абсолютно все разные артикулы. Тоже вот, ой, блестит, наверное, с шелком что-то. 100% шелк, Мальбери шелк. 400 метров в 100 граммах. Я просто сразу увидела, я шелк узнаю, когда он так вот блестит сразу. Ленточка, шнурочек. Да, да, и он вот такой вот, поняла, как вот типа сеточка и немножечко такой стрейчевый. Прекрасная маечка. Шикарная, девчонки, будем вязать с вами. Вязать будем на ютубе, а пряжу вот вы уже знаете, где покупать. Ну, не только на ютубе. Очень, ой, прям вообще такой цвет, как кирпичный какой-то, да, вот, или даже ягодный, вот ягодка, кирпичик. Вот такая вот идет структура. Видите, вот так вот ее прям хорошо в ладошке видно, как плетеночка. Косичка. Да, да, как плетеночка. У нас здесь наподобие аналогичные составы, ну не шелка, а аналогичная именно скрутка нити, сама вот структура ее. Ой, чего там у нас следующее такое вот красивое. Ой, мама, твои любимые оттенки. Посмотри, какой. Он как серо-зеленый, как морская волна. Тоже 100% шелк. Наверное, это будет твоя футболка. Нет, он не меланж. Он переливной. Или как, знаете, вот цвет мох, типа, или водоросли, да, вот что-то такое, ну, очень красивое. Боже, а блестит, переливает. Одна твоя, одна моя. Окей. Шелковые маечки. Шелк вообще на лето будет просто шедеврально. Посмотрите, какой оттенок. Прям вообще такой интересный. Или он как трава, ну, даже не трава, ну, такое вот что-то. И, наверное, под все белое, потому что сложно будет подобрать обувь даже такого оттенка или аксессуары. И метраж тоже шедевральный. 400 метров в 100 граммах. Прям вообще. Ой, поетульки, это то, что я люблю. Это то, что я люблю. Да. Блеск – это мое все. Кто там говорит, что я ворона, кто-то говорит, что я цыганщина.
Будем с Бруником Кучинелло цыганить вместе. Это у нас без артикула здесь идет, но артикул есть у них на сайте, девчонки, я видела, у них прям в постах очень много, ну, шелковистый очень, видишь, прям вот хочет разматываться. И цвет такой вот пудрово-жемчужный. Шелковистый невероятно. Серебристая у нас здесь пайетка. Ой, какой прям вообще, смотрите. Конечно, можно, ну, мам, что за глупый вопрос-то? Прям вообще, да, такое скользящее. Боже, обалдеть, как компаньончик зайдет на ура, аж полетит по спицам. Что-то здесь тоже такое у нас тут интересно. Ой, какой цвет, спокойный. Наверное, тоже шелк. Серебро. Угу. Нет, жемчужный. Да, 100% Мальбери шелк, ну, потому что сезон лета скоро. 400 метров, такой тоже вот жемчужный оттенок. Ну, это вообще прям, Косичка. да. Очень красиво. На лето можно обвязаться, все, и все у нас тут идет вот с артикулами, девочки, не нужно будет даже при заказе угадывать, смотреть и прочее, прочее. И, кстати, да, несмотря на то, что все с артикулами, мы обычно всегда просим сдирать этикетки, мы всегда скриним все, что мы покупаем. Ну, вот при вас, да, девочки, я в телефоне, бывает, читаю, потому что очень большие налоги нам за это, ну, как правильно сказать, скажу грубо, влупливают. Но Очень большие дело в том, налоги. что вот эта посылка, Прям она вообще прекрасна. Это с тем, что доставка именно в Хургаду. авиа и курьером. И плюс курьером прям к двери. Да, прям вообще. Вообще шикарно. Вообще я заплатила, даже вот у меня очень много девчонок из Египта, я заплатила за, считай, 6 килограмм 2160 чем-то фунтов. 165 фунтов. 165 фунтов. Это вообще копейки за курьера до двери за 6 кг. Мы Это обычно заказываем по 10 получается кг каждую коробку. $40. Да, и мы вот за 10 килограмм мы платим на таможне за посылку. Когда как, Аня? Когда, да, повезет. Там бывает иногда 1400 можем фунтов заплатить за одну партию 10 кг. Мы же заказываем по много посылок. А бывает такое, что нам чуть ли не по 3000 за каждую. У кого как настроение там играет, так вот мы и платим. Вот так и живем. А здесь прям, я считаю, за курьера до двери просто шедеврально. Но цвет вот этот вообще потрясающий на лето. Он будет блестеть. И вообще вот этот весь шелк, он очень будет блестеть. Очень будет классно смотреться, прям вообще. Ой, еще пайеточка. Черный золотом. Черный золотом. Так не люблю вот эти вот стягивать нитки. А вот здесь у нас идет артикул уже. Ой, какой мягкий. Это как мы с тобой часто микропаетку Miracle Yarn заказывали, да, итальянскую. Помните, девочки, я в распаковках показывала голубую, такую большую поставку, да, показывала. И там была голубая микропаетка часто и золотая. И мы с вами сравнивали китайскую, да, частую микропаетку и итальянскую. И итальянская, она намного мягче. Вот согласись, она намного мягче. И здесь у нас Как ланага. 550 пайлеты с 550 метров в 100 граммах. Да, пайлеты с Они текстура. одинаковые. Одинаковые, да, просто здесь нет, а здесь вот есть, и я поэтому говорю 550 метров, девочки, потому что есть тоже, да, разные, китайская вообще там, по-моему, Ну, очень шелковая. очень крута вообще, ну, я вообще черный с золотом, это мой фаворит, я обожаю вот это вот сочетание на самом деле, ну, у меня вообще черный это фаворитный цвет, но черный с золотом это всегда must-have беспроигрышный, даже вот такую паутинку связать, это будет шедевр. Как компонент, во-первых, будет держать полотно, чтобы оно не поплыло, во-вторых, это будет красиво и с блеском. И что, кстати, очень классно, у них и в Инстаграме, ну я же в основном как бы в Инстаграме, да, моя социальная сеть основная, и на сайте везде, и вот опять-таки в Инстаграме на каждом посте у них везде сразу указана цена. Вот это я считаю самое, наверное, лучшее, что может быть для любого магазина. Ты сразу смотришь и понимаешь, хочешь, не хочешь, подходит, не подходит, да, без лишних вопросов, без глупых лишних вопросов. Что-то красивое тоже кирпичное, прям самый натуральный кирпичик. Кстати, такой оттенок никогда не, даже не то, что вот, нет, я хотела сказать охра, но не охра, да, кирпичик. Не любила раньше такие оттенки, а сейчас вот мне наоборот такой вот нравятся такие спокойные тона. Интересно. И это у нас 100% лен, артикул Супер Фреско, 490 метров в 100 граммах. Нам тут хватит на 2 маечки. Мы будем одинаковые, и тебе, и мне. Девчонки, очень красивый цвет, вообще бесподобный. Наверное, я думаю, сейчас девочки напишут, что он понравился Вот, они, больше наверное, всех. одинаковые, да?
Ну, ты знаешь, этот более с блеском, смотри, а этот более... Нет, потому что разные разные артикулы. Здесь лен премиум, а здесь у нас супер фреско какой-то. Прям вообще, ну, оно видно. Вот это, видите, вот это более переливается, это более такая вот матовый более оттенок. Ой, прям глянец, ой, ну вообще, класс. Будем на лето вязать лен, шелк и будем ходить. Нам не будет жарко, нам будет комфортно. Мне здесь очень текстура нравится. Я вообще люблю такую скрутку, да. Я уже показывала, вот прям, девочки, волокна, как будто прям вот только из-под станка, прям вообще, смотрите, я постараюсь, вот, чтобы вам хорошо было видно. Смотрите, вот видите, такие прям вот, ну, очень, как вплетены, да. Блин, вообще прям, а пахнет как ниточки, пахнут, люблю такое. В общем, девочки, вот такая вот красота. Еще раз ссылочки в описании под видео и на социальную сеть, и на магазин. Очень мне понравилось, очень прям вообще ассортимент в целом очень огромный. Потому что, опять-таки, там полки большие, вот эти вот прям до потолка, стеллажи, прям вот как склад, поэтому можно смело говорить, что это чуть ли, да, не магазин-шоурум, скажем так, огромный, то есть не просто там, даже не знаю, шарашки на конторах, где, да, вот ты взял, а потом, оп, а уже такого артикула нет, а тебе на что-то, на какой-то проект, например, не хватило, да, который ты там хотел связать, платье, например, а тебе не хватило, и ты хочешь заказать, а уже все, поезд ушел, такого нет, там вот всего вдоволь, прям огромные бобины стоят, и я уже подумала, мне мама тут говорит, может тебе слетать туда в гости к ним, посмотреть контентчика, поснимать, ну, у меня-то Италия тут, в принципе, рядом, что с этого... Как его с Каира лететь 4 часа буквально, да, по-моему, до Флоренции, и там с пересадочкой. Так что, может быть, еще в планах такое, что можно туда слетать, поснимать. Очень много там интересного. Чего-то прикупить. Но 10 кг я точно могу привезти. А если еще полечу с Германом, сыном, то привезу 20 кг. Зато сколько красоты можно. Вот ты приходишь, у тебя разбегаются глаза, ты это все видишь, все это все смотришь. Ну, вообще. Ну, да, итальяшки, они... создают действительно вот воистину красоту. Поэтому, девчонки, смело рекомендую. Очень-очень классный магазин, склад. Даже вот, наверное, склад, фабрика, шоурум, ну вот что-то такое. Обязательно всегда не забываем ссылки в описании под видео. Так что, дорогие мои феечки, мои мастерицы, мои женщины, магазин у нас для тех, кто живет в Европе, ну и, в принципе, в любых разных других странах, да, Америка, кто у меня есть еще там из Бразилии, из Австралии, опять-таки, даже из Африки. Девчонки, магазин уже один из таких вот найден, поэтому смело проверен. Можно, да, проверен, смело можно туда обращаться, покупать. Кстати, прекрасно общаются через переводчик, я общалась по-английски, если что-то даже где-то недопонимала там, да, или они, потому что в основном по-итальянски не разговаривают. Все через переводчик, все элементарно просто, очень быстро, очень круто. И вот, пожалуйста, итог на лицо. Ну, а теперь давайте пообщаемся, как же у нас дела, как у вас дела. Пишите в комментариях, что у вас нового, какие у вас проекты на список, кто уже готовится к весне и лету, что вы вяжете. Нам это очень интересно, потому что мы тоже для мастер-классов на YouTube отталкиваемся от того, да, кто что, в принципе, вяжет сейчас. У нас вот Басечка, наш любимый, сейчас прикроем его стратегические места. Многие могут заметить, да, у нас тут вот такая вот, как выбрита прорезь. Он у нас сегодня еще после груминга, его сравнивали всего. Он у нас после операции, мы ему делали... Ну, чтобы не говорить это в эфире, я не знаю, можно это говорить. Там, где чик-чик. одно. Там, где одно, да, второе не выкатилось. И он его тоже не выкатил. Второе вырезали. И что у нас еще? 7 молочных зубов. 7, да? 7 удалили. Молочных зубов нам удалили, потому что питание очень хорошее, зубы сами не выпали, зубы очень крепкие. Зубки почистили, очень мы переживали. Я вообще прям не то, что переживала, наверное, с ума просто сходила в этот день. Но сразу взяли кровные титры. Да, сразу взяли кровные титры, сделали чип. Нам сразу ставили уже годик же, нам 5 марта исполнился годик. Кстати, Басечка всем передает огромное спасибо за поздравления. Я тоже всех благодарю за поздравления. Девчонки, сразу хочу сказать, у кого вот шпиц мини, да, или кто там планирует покупать и прочее, мы все-таки рискнули миньку на операцию. И вот у нас, как говорили, да, доктор Гергис наш в Хургаде,
клиника Изар Клиник, самый лучший доктор его позиционирует. Вот действительно проверено уже не с одним животным, это просто мегапрофессионал, человек просто от Бога, и дай Бог ему процветания, всего самого наилучшего. Я не знаю, смотрит ли он где-то в интернете или нет, увидит или нет, но это действительно человек от Бога, и огромная ему благодарность за то, что вот так вот он с Басечкой за одну операцию, у него был газовый наркоз, за одну операцию ему и чикнули, за одну операцию зубки ему удалили, все было прекрасно, он был в огромной одной отдельной клетке. Это для тех, кто даже вот в Хургаде, в Египте переживает по поводу животных и ветеринарных клиник, то прошло все настолько на высоте профессионально, с любовью со всем. Вообще я эту клинику просто обожаю. Ну, не знаю, я очень довольна. Очень быстро. Буквально, наверное, минут 15-20, все, он сразу меня узнал, Через час все он это. уже кушал и пил. Прыгал, бегал, игрался, кушал, пил, никаких отходняков у него не было, никаких там рвоты или диареи тоже ничего не было, наркоз вообще перенес просто замечательно, все по весу сделали, здесь у него выбривали, потому что вставляли вот этот вот, как его, сердечко. Для этих мониторов. Да, мониторов. Ну, мы очень довольны, слава богу, Банетка наш мучаться с этим не будет, ничего там тоже гноиться, загниваться не будет, и зубки все тоже у нас теперь идеально. Слава богу, этот этап в этой жизни мы пережили, самый такой, наверное, страшный, опасный, честно, я оттягивала Стресс очень для долго нас. этот стресс, да, я очень переживала, я очень боялась, потому что говорят, что мини-шприцы не выходят из наркоза, там сердечко, еще что-то, и вот я уже до последнего тянула, ну и уже поняла, что просто тянуть, ну, нельзя. Но у нас же еще какая новость? Ой, боже, боже, моя сердобольность, понимаете, вот это вот моя добрейшая душа, мое доброе сердце, ну вот ничего я с этим не поделаю, знакомьтесь, девчата, это наш новый поселенец. Как его назвали? Ширази? Ширази порода, да? Что-то вот такое. В паспорте Персия. У него вообще судьба очень печальная была, однако, это так получилось. Поздоровайся, скажи, меня зовут Лео, в паспорте я тоже Лео, но меня мама с бабушкой называют Леня. Леня, Леся, Клёпа, Лёпа. По паспорту он у нас перс. Но вот многие люди говорят, что это прям вот самый настоящий Ширази. Глаза у нас красного цвета, давай беги, беги. Лапки у нас повыбриты, он у нас был в 3 раза меньше, был суповой набор. Сейчас расскажу его грустную предысторию, как это все было и почему лапки выбриты. В общем, вот такой красавчик, не хочет он. Непослушный, девочки, вообще, слова нет, не понимает, что он творит с Басиком. Это просто, это, знаете, у нас сейчас в квартире организовалась просто маленькая банда. Самая невоспитанная банда, которую можно представить, это Шпиц и Ширази. Это просто нечто, что они творят. Это вот такой вот кивердык, вот такой вот ураган, торнадо, я даже не знаю, как это назвать, что они вместе творят. Ну все, иди, я вижу, тебе не нравится здесь, ты пока для съемок не готов. Невоспитанный, непослушный, всегда очень много кушает, прям, я не знаю, у нас, наверное, ни одни коты столько не ели, сколько отъедается. В общем, предыстория нашего Клёпы-Лёпы Лёни, Лео, такова. Я, как всегда, захожу на мой любимый Facebook, да, в кавычках, потому что я туда захожу именно на личную свою страницу, у меня есть еще личная страница, так, чисто почитать новости, которые там в Хургаде, в Египте, на БВ и так далее. Ну и, как всегда, моя знакомая, тоже сердобольная из Каира, выставляет пост. Срочно спасите, помогите. Вот в пэтшопе выставили на продажу. Холодный-голодный, без еды, без воды, без ничего. Вот такие вот просто кости. Что еще? Выставили его, как всегда, местные. За 3500 фунтов продавали. Девочки сторговались за 2700, его забрали. Мы попросили, чтобы девочки его выкупили, пока мы доедем за ним. Я как увидела, это было 2 часа дня, да, и я уже понимала, что ехать-то придется обратно в ночь, чтобы не ночевать там. Ну да ладно. В общем, девчонки его выкупили, отвели его в ветеринарку, чтобы ему почистили уши, которые ему так и не почистили. Почистили, но не полностью, потому что там я бы сказала, как почистили. Были, да, килограммы ушного клеща, но для нас это, в принципе, такое как бы не новость, поэтому мы знаем, как с этим, в принципе, совладать. И, опять-таки, благодаря доктору Гергису дал нам прекраснейшие капли для ушек. Но проблема была такова, что вот в первую неделю, буквально первые несколько дней, да, он был очень худой. Настолько худой, что когда мы его покупали дома, ну, покупали, я имею в виду, не покупали за деньги, а покупали, постирали.
Мы даже не могли, мы его высушивали, мы даже не могли его расчесать, потому что гребень проходил просто по его хребту, бедрам, Сокол, господи, да. ребрам, застревали в расческе. ребра застревали в расческе, то есть там реально был, ну, просто худыш, хребет. Очень он у нас дружелюбный, любвеобильный, невероятно, но непослушный. Ну, наверное, потому что маленький котенок еще, как всегда. Ну, и каждая ж природа по-своему. В общем, проходит несколько дней, он изучил, мы пока его, естественно, на карантин. Нет, не так было. Приехал наш ветеринар на дом. Да, И Алексей. он сказал, обратите внимание, у него задняя левая лапа очень слабая. Да, ветеринар у нас тоже просто от бога свой славянин, это Он вообще его прям... обследовал, Посмотрел, да, зубки ему сразу проверил. почистил ушки. Ему, кстати, поставили дату рождения 9 января. Прям вот тоже эти доктора именно в клинике. По зубкам, Прям да. по зубкам сразу сказали, определили. Ну, мы там 8 и 9 января, мы выбрали 9 января. То ему вот приблизительно 2,5, да, вот даже месяца, считай, да, 2,5 получается. Ну и вот мы следили за этой лапкой, но не думали, что все прям настолько плохо может быть. В итоге он спрыгнул с кровати, да, там что-то лазил возле бобинок с пряжи, ну, как котенку все интересно, все же блестит, нужно погрызть. И сломал лапу, заднюю левую. Не сломал. Ну, почти, ну Не там сломал. трещина. У него трещина по вертикали вдоль кости. Прям с размером с мой мизинец, вот по вертикали. Честное слово, я когда на рентгене увидела, я обомлела. У него две задние Что такое лапы может быть? в микротрещинах. Потому что он изголодавший, обезвоженный, он долго голодал, он не поступало получал витаминов. И у него на рентгене доктор Гергис сказал, обе лапки в микротрещинах. Его нужно откармливать, приписали витамин D, мы ему капаем. Нужен сухой корм и влажный именно Royal Canin, витаминизированный. Вот. Он проходил 2 недели. На в гипсе. любовь. Да, первую неделю. Я как вспомню. У меня эти видео, девочки, я его снимала, и смех, и грех, как говорится, обнять и плакать. Это... Не, я понимаю, это котенок, он в гипсе, ему больно, ему неприятно, но это так смешно. У него эта лапа как пистолет. Вот так. Я просто не могу. И наш доктор Гергис сказал... По крайней мере, у него не болело. Доктор Гергис сказал, no running, no jumping. Ну, не прыгать, не бегать. Какой там no jumping? Он скакал с этим гипсом, с баксиком. Мы купили ему переноску. Вот. Он в ней пожил 1 ночь. Орал, как резанный, выпустите. В общем, он в гипсе Так ему в жил. клетке-то надоело, конечно, уже сколько в пэтшопе там сидел. Вот. В общем, 2 раза мы ему меняли гипс, потому что проверяли ж на рентгене. Пришли вот пару дней назад снимать гипс. Мне понравилось, как доктор Гергис, мама его держит. Доктор Гергис уже просто на автомате подходит, берет этого котенка и идет. Не здравствуйте. Не здрасте, не до свидания. Он, наверное, уже просто думает, как вы меня достали со своим зоопарком. Нет, почему? У них очень много уличных животных бедных. Да это я так шучу. Черный юмор. Вообще, и тут доктор Гергис выходит, наверное, уже точно понял, как мы его просто достали. Он говорит, very good, лапа просто beautiful, все свободный. Я говорю, доктор Гергис, он джампинг постоянно. И раннинг, и джампинг, он все, он не слушается, Они его невозможно, они кувыркаются кувыркаются. Он цепляется за Баксика шерсть, Баксик бежит, он за этой шерстью вот так вот тянется. В общем, это такой смех дома, но зато какой-то дофамин и счастье, да? Это ужас, что творится. У нас дома действительно уже просто зоопарк. Ну, настолько просто его было жалко. И, ну, знаете, я просто знаю людей, которые вот даже здесь, свои местные славяне, не особо заморачиваются над тем, чтобы, да, лечить животное и прочее, прочее. Мы видели, как выбрасывают это животных. Дорого. Это дорого, да. И, ну, такова судьба, видимо, что у нас все животные вечно с лапами какими-то больными и Ну, непонятными. так он тощий какой. Ну, Ну о чем вот, ты говоришь? слава богу, сейчас он прям вообще так отъелся, так что у нас теперь новый поселенец. Думаю, он тоже будет в наших эфирах.
Все мы, большинство женщин, любим животных, котиков, собачек и так далее. В общем, такая предыстория у нас с котенком. Вот такой вот у нас тут новый Бани житель есть получился. У Баньки друг. Это целая банда сформированная. Скоро мы друга чик-чик. Наши котики вообще вполне спокойно относятся. Абсолютно. Даже не то, им просто фиолетово. Даже, наверное, скажем так, что Симби, что Молли. В общем, вот такие вот у нас интересные новости происходят. Давайте напоследок завершим наш прекрасный эфир красотой, которую маменька тут подготовила. Это будет просто, сразу хочу сказать, что это будет просто прорыв. Девчонки, я скоро покажу в рилсах, скоро запишу эти видео на днях. По вот этому Это просто платью. невероятный шедевр. Это классическое платье. Классическое в стиле платье в Шанель. стиле Шанель, реглан погон сверху с цельновязанным рукавом, естественно, нашими авторскими скрытыми прибавками в твидовом полотне и в твидовом узоре. Я уже говорила неоднократно, что именно мы ввели этот твидовый узор пару лет назад еще в социальной сети Инстаграм. Он распространился с молниеносной скоростью. Мы его и обозвали твидовым, потому что нам захотелось сымитировать само твидовое натуральное Потому полотно что только он в в пряже. миксах. Да, потому что он в миксах. То есть самих твидовых узоров их не существует. Мы их создали, разнообразив именно миксами пряжи, чтобы опять-таки, вот повторюсь, создать имитацию, да, твидового Это полотна. обычные фоновые Ты закрыла теневые лампу. узоры. Вот такое, девочки, роскошное платье вяжется в твидовом узоре. Конечно, это полуфабрикат, да, но я его буду снимать на себе процесс обязательно. Это просто шедевр, невероятная красота. Сейчас вот такой вот блеск. И сейчас покажу сам образец. Вот такой здесь у нас. Ой, зацепилась у нас за бобинку. Точно. Эта бобинка итальянская, точно хочет пойти в какое-то изделие. Вот такой у нас интереснейший микс. Тоже я его записываю отдельно покажу, расскажу. Это все будет на моем YouTube-канале. Образец поближе вот здесь. Девчонки, я показывала распаковки. Кто помнит, помните, я вам показывала шедевральные вот эти вот от Оксаны Ярн приезжали микропаеточки, да, что я говорила, как снежинка, вот она белая. Вот она белая. Вот так вот смотрится. Здесь очень много разных составных. Я не буду рассказывать, что здесь. Это все будет на YouTube-канале. Мы все подробно расскажем, покажем. Ну и, естественно, тоже вишенка на торте. Это тесьма. Многие ее узнают. Я использовала в изделии Kimberly костюм. Белый, хлопковый у меня летний. Я пришивала тесьму, только в другом цвете. Вот такая тесьма. Такая тесьма продается везде, и на ВБ, и вообще в разных странах. Ее очень много. Бусины у нас здесь, по-моему, приклепаны, да, не пришиваны? На клепках, На да. клепках, да, они не отпадают. И я костюм вот стирала, вообще замечательно Так, просто. покажи, как Сейчас. подходит красиво. Я думала, горловинки, ну ладно, давай, я прям просто так не удержу. Я микс Подбирала под прям вот тесьму. идеально. Мы, кстати, засняли несколько роликов, тоже я их скоро выложу, покажу. Вот так это очень круто смотрится. Девчонки, ну это будет просто невероятный шедевр. Это платье будет прямого силуэта на работу, либо куда. Даже можно на выход. Магазин за хлебушком, как я говорю, идти нужно красиво. Не дай бог кирпич Это на голову будет, упадет. Да, именно классика. Чуть Так выше хоть красиво. колена. Вот. Можно вязать и длиннее. Ну, по колено можно. Смотря какой рост, какое телосложение. Да, Вот. я показываю. Да. Прорыв. Прорыв, который я скоро презентую в Reels. Девочки, это просто пушка. Ну, пока только 4 я сделала. Ну, я точно показываю? Показывай. По одному или сразу все 4 покажем? Возьми Боже, зелёненький, эта текстура, зелёненький. это просто... В чем разница с этим обычным? Зелененький именно взять? Да, ну вот разницу. Все Девочки, увидят кто разницу. угадал, кто увидел и понял разницу. И вот так показываю, и чтобы лучше было видно, сейчас То переверну, есть вот в этом так показываю. выделяется сам узор, в этом выделяются уплотнения, как ленточки, как букляшики. Сам узор как таковой теряется. Все подробно расскажу, покажу именно в видео. Все миксы. Потому что это нереальное что-то, девочки. Посмотрите, какая красота. Текстура, как Текстура в натуральной ткани, что мы брали в баракате. Очень, в да, Каире. да, я почему и говорю, это будет прорыв. Я специально покажу ткань,
которую мы брали в Баракате, которую я показывала в распаковках, да, под Шанель, она прям так и называется, там Шанель. И покажу, приложу вот эти образцы. Очень красиво смотрится, не Да. как обычные миксы. Ой, 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 цвета просто фантастические. Боже, как же это красиво. Какой же это кайф, когда ты можешь создавать это все самой. А это, вот, видно разницу. У меня вот такой, кстати, узелковый люрикс, вон в следующем Смотри. секрет дуэте. Вот это Сейчас. аналогичные цвета, только различия в текстуре. Вот. Да, подтоны такие. А вот текстура вообще делает свою работу. Кто-то угадает, да, наверное, 100%, кто был внимательный. Да, да. А кто-то не угадает. Ну, Но кто я впервые рискнула, на в эфире. микс На взять эфире. эту нить. Я не скажу, знала, как оно я будет. скажу платье, не только платье, я тебе скажу, что и жакет, и я очень хочу жилетку удлиненную. И обязательно я ее буду вязать. У меня под нее специально тоже куплены. Я бы вот это платье второе на МК повторила в этом миксе. Или в голубом. Запросто. Так вот, я хочу удлиненную жилетку, потому что мне приехали красивые лосины, леггинсы ажурные. Как знаете, вот сейчас вот это вот в моде именно ажурные. И я хочу под них вот такой вот прям вот такой вот прям вот длины классику, чтобы это было не вульгарно, чтобы это было красиво и действительно классика. Жилеточку без рукавов на лето. И, кстати, тоже можно красиво вот так тесьмой Да, именно это пройму состав обвязать. хлопок. Пройму обвязать и сделать типа клапана, и тоже там проймочку добавить. Только эта тесьма у нас там есть разные, с такими, как типа ниточками. Очень красиво бы смотрелось, тоже классно. Очень красивая текстура. В общем, у нас тут, да, работа горит, кипит очень сильно, очень много, за что хвататься мы уже не знаем. Очень нас выбивают, конечно, бывает из колеи такие вот ситуации, как с котенком. Ой, с собачкой, да, с третьим котом, со вторым котом. Это же кот второй, да, у нас? Да. Я уже просто запуталась, сколько у нас животных дома. 4. Не хватает еще черепахи, рыбок, попугая. В общем, я же равно все, конечно, из колеи выбивает, но мы творим, творим и творим. Во благо. Это во благо, да, и я очень рада вообще, что мы так забрали этого котенка. Я честно рада, что он будет в нашей семье. Да, у него и не уже пострадает прививки больше. начали делаться. Да, и вот и вакцину у нас тоже. Первую вакцину мы, по-моему, какую-то, да, Уже сделали. вкололи. Ну, в общем, все животные у нас 1 с апреля документами. вторая вакцина. Так что вот так, девчонки. Ну что, по вот этой красивой распаковке я вам рассказала. Еще раз повторяю для тех, кто прослушал, и всегда буду это повторять. Ссылочка на магазин, именно на сайт магазина, ссылочка отдельно на социальные сети. Я в основном указываю Инстаграм. В принципе, да, там уже через Инстаграм вы переходите по линку. Я все оставляю в описании под видео. Обязательно смотрите, обязательно изучайте, ознакомливайтесь. Для тех, кто живет в Европе, в Америке, опять-таки, и в других вот таких вот отдаленных странах, да, где нет возможности заказать. Все вы теперь можете заказать напрямую у итальянцев. А там есть абсолютно все. Абсолютно Там все. шикарный Там сайт, шикарная страничка в Инстаграме большой. Просто, чтобы, да, не разглагольствовать, сколько там всего, вы это все можете увидеть сами и любую пряжу даже по итоговому метражу подобрать реально натур составы. Я вот, я вообще, да, Там больше очень приверженец взрослые натур. женщины работают и любят свою работу. Да, очень интересные женщины, они так классно тоже прямые снимают эфиры контенты, ведутся, да. Да, субтитры, пожалуйста, включаем, кстати, вот, тем более сейчас в Инстаграме вообще классно функцию субтитра добавили. Кстати, у меня уже тоже, я ж вещаю в основном-то на русском языке, и уже субтитры на русский переводятся для тех, кто вот читает, если он едет где-то в транспорте, в наушниках, да, там, или без наушников, и не хочет, чтобы озвучка шла во всеуслышание, то тоже там субтитры, поэтому смело можно перевод себе делать, или он автоматически делается в зависимости от вашей страны, региона, и вы можете понять, о чем говорится. Мне так нравится, как мне на русский перевело. «Добрый день, мои любимые воробьи». Ну, и женщина это так с итальянского перевело. Ну, так интересно, но все равно смысл ты все равно улавливаешь, как бы, да, что суть, какую несет человек, о чем говорит вообще. Ну что, мой красавчик, мой Да, Мишка. Это, кстати, не особо реклама. Это просто магазин выслал пряжу. На пробу. Попробовать, как, понравится, не понравится. То есть очень все хорошо упаковано.
Прекрасный магазин. Да, Ну, мне пряжа очень понравилось. И мне прекрасная. очень понравилось, что люди очень, знаете, вот не то чтобы прям не супер многословные, то есть нет лишней воды. Нет в переписке, даже нет, чтобы там что-то втюхивали или еще что-то. Вот я даже не спрашивала абсолютно и не просила что-то определенное мне отправляли. Вот мне отправили именно исключительно то, что вот сейчас по сезону подходит, Ну и прям то мы суперски. рассчитывали на пару бобиков, на пару Я вообще, изделий. честно говоря, даже не рассчитывала ни на что. Я что обычно никогда ни с Ну, кем не сотрудничаю. презентовать. Да, презентовать. А здесь, и вот мы договорились, что много людей, кто хочет, да, вот вы можете покупать пряжу, а мы будем на YouTube записывать мастер-классы, свободный доступ, пожалуйста, девчонки, вяжите, тем более, что изделия все равно будут записываться, мастер-классы все равно будут выпускаться по мере загруженности и тому подобное. Поэтому, пожалуйста, вот экономите на тех же, да, мастер-классах, покупайте пряжу в Европе. У вас есть вот прямой канал теперь, пожалуйста. И вяжите все натурсоставы, все то, что я заказываю где-то, итальянское, все можно заказать напрямую из Вот Италии. нужно будет маечку шелковую сделать. Обязательно, я тоже хочу на лето, потому что лето здесь же очень жаркое, и вот, извиняюсь, я много в вязаных изделиях летом хожу, и в майках хожу. Поэтому я буду только за, да, и платье, и сарафан. Вот я вообще очень люблю летом вязаные изделия, именно вот платье, сарафан – это моя любовь. Так, ну что, дорогие мои, по пряже, в принципе, все понятно. Я сразу скажу, Вот осталась это мега следующее. счастлива, довольно, очень круто. Это я, тут немножечко буквально вот маменька сейчас повернет. Это я покажу уже в следующем эфире. Здесь тоже очень много пряжи от другого магазина. Кто хорошо знает от нашей Любы, да, местной, как бы по платью, в принципе, все понятно, это все я буду в шотсах, обязательно не пропускайте в шотсах, в Инстаграме, в Телеграм-канале, Телеграм-канал тоже оставляю в описании под видео, подписывайтесь, смотрите, не пропускайте. По миксам тоже постараемся вот буквально на днях, да, позаписывать. Ну, это мы вышли за хлебушком, зашли к Любе на 3 Ну, это мы пакета. расскажем уже в следующем эфире, как мы вышли за хлебушком и вышли с 3 пакетами. Далеко не хлебушка. Хлебушек мы так и не купили, если что. Ну что, дорогие мои, была очень рада с вами пообщаться, была очень рада снова с вами встретиться. Знаю, как вы скучаете за посиделками, но вот, я же говорю, опять-таки, бывают такие ситуации, которые вообще окончательно выбивают из колеи, и ты уже просто обессиленный, уже некуда Можно ничего не похвастаться. записывать. Можно похвастаться. Давай похвастайся, и будем уже Я закругляться. хлебушек не покупаю теперь. Да, маменька хвастается. Вот мы купили ей на 8 марта хлебопечь, господи, Электродуховку. электродуховку, да, потому что у нас газовая духовка вообще никчемная, никакая, абсолютно, мы даже, честно говоря, не умеем ею пользоваться, она вообще там непонятно как подсоединена. В Она общем, тухнет. да, она тухнет постоянно, вот через 15 минут, как ее зажигаешь, ну и, в общем, мы вот смирились. Теперь у нас своих хлебушек. Да, теперь у там нас свои пошли. хлебушек, свои булочки и прочее, все, Пирожочки, пирожочки. Мы тортики. теперь такие крутые, блатные, у нас свой хлеб по нашим рецептам. Мы, кстати, наших соседей коптов угощали. У меня сразу Айрин пишет мне в мессенджере: дай мне рецепт вашего хлеба и булочек. До сих пор скидываю рецепт. У меня девчонки в Инстаграме, я хвасталась булочками и хлебом. До сих пор. Девочки, я все скину, все рецепты скину. До сих пор скидываю. Ну вот так вот, в одну голову влетела, в ту вылетела. С этими загрузками видео на YouTube для мастер-классов, с гипсами. Телеграм-канала. Да, с этими гипсами, с вот этим всем. Мама дорогая, тут в туалет забываешь сходить, поспать забываешь. Только вот с контрольными сегодня, слава богу, перекрестилась. Наконец-то у нас каникулы, наконец-то, целую неделю. А это значит, что я не высыпаться буду, а буду вязать много. В общем, вот так. Ну все, дорогие мои, до новых встреч. Всех люблю, целую, обнимаю. Баська всем говорит до свидания, до новой распаковки и до новых посиделок. Всем прекрасного дня, хорошего настроения, ровных петелек. И не забывайте, что вязание – это не просто хобби, вязание – это искусство.